что только сейчас люди не делают? Начиная с 90-х, они выбрасывают телевизоры из домов. Сейчас очень модно говорить, что у меня нет в доме телевизора вообще, что я не сажусь за компьютер, что я не участвую ни в каких информопроектах, информозонах. То есть человек пытается как-то себя обезопасить чисто на техническом уровне, даже от такого количества информации, которая нахлынула. Но если вы начинаете правильно, но я тоже целую книгу написала, назвала ее «Ключ перешел в луч», как антенки мозга раскрываются, и эта антенка мозга ловит только ту информацию, которая нам сейчас необходима, и как лишняя информация убирает эти антенки из мозга. Мозг же очень хорошо устроен, у него есть не только внутри все, у него есть антенки, которые он распускает наружу. И в зависимости от того, что мы сейчас слышим, что в нас заходит, если нам нужно это на эту антенку, антенка начинает вибрировать и посылает нам сигнал в мозг. Все замечательно, все хорошо, это для тебя важно, это для тебя нужно. Если антенка начинает сгибаться или вообще отрубаться, это значит, эта информация тебе не нужна. Поэтому надо руководствоваться собственными антенками собственного мозга. Все, что надо, всегда будет и всегда к тебе придет. А все, что не надо, но не лезь туда, если тебе этого не надо. Немножко не так. У них антенки более плоские, они пластинчатые. То есть они не могут глубоко обработать информацию. Они могут взять наружную поверхностную информацию и ее сразу как пазл складывать. И тогда они создают то, что называется информозанавеска, и очень рады от этого. А когда у человека такие антенки мозга достаточно длинные, он глубоко входит в эту тему, и он набирает другим методом, и тогда ему не нужно вот это клиповое мышление. Ему, наоборот, интересно поймать озарение в какой-то глубокой теме и докопаться, что называется, до причин. А современное поколение, оно до причин не докапывается никогда. То есть ему, допустим, неинтересно. Вот стоит холодильник, из него можно взять продукты. Кто изобрел, зачем изобрел, как он изобретен, как он работает. Ему дела нет до этого. Но он и не дает тех результатов, что он давал у старшего поколения. То есть старшее поколение, если он этим занимается, он делает это тщательно, он это все потом замотивирует, забетонирует, и этот плод труда будет очень тяжелый, его можно будет передать. Тогда как у них все на легкую происходит, у них там нет энергетики в том, что они делают. То есть они не задействуют энергию для информации. Получается, вот на нас сейчас направляется, допустим, 2 информозоны. Одна информозона нам совершенно не нужна, и она нам мешает жить, потому что наше тело энергетически начинает обесточиваться, мы устаем от этой информации. Вторая информация, наоборот, дает нам силы, и мы энергетически испытываем такую жизнерадостность. Сначала мы делим это 2 вида информации, а затем пользуемся только той информацией, которая нам привносит энергию. А та, которая забирает энергию или вампирит от нас эта информация, мы ее просто должны от себя отсечь. Первое, задать себе вопрос. Вот я посмотрела этот фильм, я устал от него или, наоборот, я доволен тем, что посмотрел? Если я доволен, я буду продолжать с этим блоком работать. Если я устал от него, я от него откажусь, я работать с ним не буду. Если я от него устал, я не буду рекомендовать его своим друзьям. То есть это не моя тема, я с этим не буду взаимодействовать. А вот это моя тема, я сюда пойду. То есть просто разделить. Информозанавеска – это информация, повторенная не менее 3 раз в одном и том же месте. И тогда 4-й человек, дойдя в это место, проговорит эту же информацию. Могут, если у них развит мозг и достаточно антенночек для считывания. То есть есть особо одаренные люди, которые сразу считывают с информозанавесок, а есть люди, которым это надо учить. Поэтому информоодаренные люди, они реально, куда бы ни пришли, они могут очень быстро считать информозанавеску
и давать советы, и почему они могут... Есть люди, которые могут говорить практически на любую тему. Они очень легко встраиваются в информозанавеску. А если люди здесь работают, ведь в любой профессии они наговаривают одно и то же многократно. И когда вы туда приходите, а у вас антенночки все в порядке, мозг в порядке, все подготовлено ритмологически, то вы легко это считываете. И вот почему наши ритмологи легко разговаривают практически на любую тему с любым человеком. Ему интересно. Ну, кроме ритмологии, я никаких упражнений не могу предложить. Но упражнения в ритмологии, у меня 400 книг написано, как эти упражнения делать.